Украина и Россия готовятся к параллельным наступлениям. Лукашенко мечтает о перевыборах, а Дурова могла подставить женщина. В эфире «Нехта» самые важные и интересные новости к этому часу. Российские войска атаковали Киев и территорию Беларуси. Армия Лукашенко, вероятно, впервые поднимала авиацию, чтобы сбить военный объект РФ. Только 26 августа Россия потратила на обстрелы Украины около $1,3 миллиардов США. Армия России приближается к логистическому узлу ВСУ, городу Покровск. Что влияет на продвижение российских войск и почему Z-пропагандисты увидели в этом коварный план Киева? Каким будет ответ Украины? Потерял жилье или получил ранение? Отдыхай в санатории. Путин решил награждать путевками в пансионаты жителей Белгородской области, которые остались без крыши над головой. Им представляется возможность отдохнуть в пансионатах и санаториях нашей страны. Всем привет, друзья! Буду рад вашему лайку, подписке и репосту. Вы прекрасно знаете, что для нас это очень важно. Оставляйте также свои комментарии и спасибо вам за обратную связь. Об актуальных и важных событиях прямо сейчас и начнем. Россияне вновь атаковали Киев. Воздушная тревога в украинской столице звучала более 6 часов. В ночь на 29 августа россияне запустили в сторону города дроны «Шахед». Жителям Киева удалось снять пролеты ударных БПЛА над городом. Кроме того, зафиксировать, как эти дроны сбивают ПВО. В Киевской областной военной администрации говорят, что весь рой БПЛА был сбит. Силами и средствами противовоздушной обороны было сбито примерно 1,5 десятка российских дронов. Ни один из ударных беспилотников врага не достиг своей цели. Тем не менее, в Киеве рассказали о последствиях падения обломков дронов. Повреждения зафиксированы сразу в 3 районах, но масштабных разрушений и жертв нет. Всего же россияне запустили для атаки 74 дрона. По информации белорусских мониторинговых каналов, один из «Шахедов» вновь улетел в Беларусь. И там для его уничтожения была задействована авиация. Аналитики сообщают, что это, вероятно, первый зафиксированный случай, когда истребитель воздушных сил Беларуси предпринял попытку уничтожить реальную военную цель в небе, к тому же российскую. В ООН тем временем заявили, что РФ выпустила по Украине 14 тысяч «Шахедов». Уже более 2 лет Украина противостоит крупнейшему воздушному террору в истории человечества. С начала полномасштабного вторжения Россия запустила более 9600 ракет, почти 14 тысяч ударных беспилотников и более 33 тысяч управляемых авиабомб. Только представьте, какое количество смертоносного оружия было сброшено на наши дома, школы, больницы, электростанции. Стоимость этих атак трудно подсчитать. Только 26 августа Россия потратила на обстрелы Украины около $1,3 миллиардов США. Эти деньги могли бы быть потрачены на улучшение жизни простых россиян. Из Ленинградской в Белгородскую область россияне перебрасывают свои резервы. Об этой активности говорят украинские военные. Они считают, что эти силы россияне могут задействовать в дальнейших штурмах. Однако на каких направлениях пока не ясно. В ВСУ также уточняют, что сейчас российская армия наращивает численность своих подразделений в соседней с Белгородской, Харьковской области Украины. Там происходят внутренние ротации. Тем временем в Кремле считают, что жителям Белгородской области, которые из-за войны, которую начал Путин, потеряли свое жилье или же были ранены, стоит отдохнуть в пансионатах и санаториях. Об этом гордо заявил Гладков. Владимир Владимирович Путин принял решение об оказании помощи нашим жителям, которые получили легкие ранения или потеряли жилье. Им представляется возможность отдохнуть в пансионатах и санаториях нашей страны. Как считаете, достойное ли это награждение за потерю жилья и здоровья и за так называемое СВО «отдых» в российском санатории? Напишите об этом, пожалуйста, в комментариях. Россия готовится к контрнаступлению в Курской области, однако это будет тяжелая битва для ВС РФ. О планах Кремля пишет Рейтер, цитируя представителей ЦРУ. В Центральном разведывательном управлении США говорят, что успех Украины на Курской дуге потенциально может изменить динамику войны в будущем. Сейчас же, по данным главкома ВСУ, Украина контролирует уже как минимум 100 населенных пунктов РФ. Мы можем быть уверены, что Путин предпримет контрнаступление, чтобы попытаться вернуть эти территории. Мы ожидаем, что это будет тяжелая борьба для русских. Придется столкнуться не только с тем фактом, что на территории РФ сейчас проходит линия фронта, но и с тем, как на российском обществе отразится то, что потеряна часть российских земель.
Американский институт изучения войны пишет, что продвижение украинских войск в Курской области пока замедлилось. Сейчас ВСУ пытаются закрепляться и удерживать районы. Тем временем к военным действиям продолжают готовиться в Курске. На протяжении недели там устанавливали бетонные укрытия рядом с автобусными остановками. Ну, я думаю, что есть люди поумнее нас, простых людей, и им, видать, больше, они знают. Что, значит, нужно, если бы они не были нужны, бы просто так бы ни денег никто не вкладывал бы, ничего. И все надеются, что скоро это закончится. Зеленский признает тяжелую ситуацию на Донбассе, в частности на Покровском направлении. Войска РФ приближаются к этому городу, находятся уже в 10 километрах. Сам Покровск считается важным логистическим узлом, через который проходят трассы на Донецк, Константиновку, Краматорск и далее вглубь страны. Доповідь головкома, Покровські та інші напрямки на Донеччині. Надзвичайно складно, ключові російські зусилля та найбільші сили зосереджені саме там. Тем временем российские Z-пропагандисты и военные не особо радуются продвижению своей же армии на Покровском направлении. Некоторые из них предполагают, в том, что ВСУ оставляют определенные позиции, есть некий замысел со стороны Киева. Звучат версии о том, что Украина готовит новое наступление, ремейк Суджи, вновь на территории РФ. Либо же вооруженные силы Украины имеют некий коварный план по окружению российских войск недалеко от Покровска. В то же время представитель РФ при ООН вновь открыто угрожает Киеву. Сейчас российскими войсками освобождаются последние опорные пункты, которые ВСУ последовательно укрепляли и удерживали еще с 2014 года. И это только начало. Расплачиваться за курскую авантюру Украине еще придется сполна. Лукашенко готов воевать и даже рассказал, о каком поле боя идет речь. Самопровозглашенный говорит, что в Беларуси вовсю планирует предвыборную кампанию. И, мол, сейчас он и СМИ готовы к битве. Скоро вступаем в предвыборную кампанию. Естественно, что средства массовой информации, к счастью, слава богу, будут играть практически одну из ведущих ролей в этой ситуации. Я говорю к счастью, что не другие проблемы, войны и прочее. Лучше на этом поле будем воевать и сражаться, хотя не совсем просто это. С кем собирается сражаться Лукашенко, не ясно. 30 лет он удерживает власть, а оппонентов устраняет. Неугодных отправляют за решетку. Напомню, что в начале этого года Лукашенко подписал закон, который обеспечивает ему пожизненный иммунитет от уголовного преследования, а также не позволяет лидерам оппозиции, которые живут за границей, принимать участие в президентских выборах. Также Лукашенко в четверг заявил, что никаких приказов, чтобы идти воевать за пределы Беларуси, он не отдавал и не будет. Наша команда существует благодаря вам. Поддержите ее, чтобы мы могли продолжать нашу работу. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призывает Запад не ограничивать Украину в использовании оружия, которое передали союзники. Это необходимо для освобождения оккупированных территорий. В Киеве же в последние дни также звучат призывы снять табу на использование дальнобойного оружия. В МИД Украины заявили, что с самого начала полномасштабного вторжения Украине пришлось столкнуться с проблемой, которая заключается в том, что страх перед эскалацией конфликта доминировал в принятии решений союзников. В Брюсселе Дмитрий Кулеба вновь повторил, что ВСУ должны иметь возможность бить по военным объектам РФ. Если мы получим достаточное количество ракет, если нам позволят наносить удары, мы значительно уменьшим возможности России по нанесению ущерба нашей критически важной инфраструктуре. И мы улучшим ситуацию для наших сил на земле. Поэтому тем, кто пытается обвинить Украину в том, что она недостаточно успешна, следует всегда помнить, что успех России зависит от одного – от готовности партнеров принимать смелые решения. Если решения приняты, Украина успешна на земле. Если же они не принимаются, то не жалуйтесь на Украину, жалуйтесь на себя. Спутница Павла Дурова может быть причастна к его аресту. О роли 24-летней Юлии Вавиловой в громком задержании основателя Telegram пишет западная пресса. Аналитики предполагают, что благодаря эффектной блондинке Дуров оказался под стражей во Франции. Всему виной Инстаграм и геолокации, которые публиковала Вавилова и которая, вероятно, путешествовала с Дуровым и была с ним на борту частного самолета. Daily Mail пишет, что поведение Вавиловой заставило сторонников теории
теории заговора предположить, что девушка является агентом Моссада, который выполняет миссию медовой ловушки, чтобы доставить Дурова в руки западных спецслужб. Напомню, что в среду вечером появились кадры того, как Дуров вышел из-под стражи. Прокуратура Парижа сообщала, что основателя Telegram взяли под судебный надзор, пока ему нельзя покидать Францию. Павел, прокомментируйте обвинения, предъявленные вам. Павел. Друзья, спасибо вам за поддержку, вы наша опора. И напомню, что ваша помощь и участие помогает нам делать работу и видеться с вами каждый день. Постоянных донаторов и их комментарии вы видите сейчас на экране. Мы благодарны за эту поддержку. Если же вы хотите присоединиться к их числу, то нажимайте на кнопку «Спасибо» под нашим роликом или становитесь постоянным спонсором нашего канала. Мы с командой продолжаем следить за самыми важными новостями. Оперативную информацию от Нехта ищите, как всегда, в наших телеграм-каналах или на платформе X. Спасибо вам за доверие и то, что остаетесь с нами. До новых встреч и хороших вам новостей.